вас приветствую на своем канале. Новая работа из красивых лоскутов. Я купила вот такую картину. Она у меня по рамке 55 на 46, а без рамки у меня будет полотно 48 на 39. Почему я купила? Потому что багет стоит в такого формата где-то от 1500 до 2000. Но она здесь ДСП. На скобах будет это все крепиться, никаких чопиков здесь нету. И видите, и картонка я сначала не отодрала, она тоже на скобах. И буду ориентироваться вот этого формата. Нам понадобится любая ткань, у меня не тканка. Я ее вырезала вровень рамки, потому что будет стежка. При стежке это немножечко садится. И где-то подровняется, где чего лучше, лишнее мы отрежем. Взяла флизелин клеевой стороной кверху. Это у меня будет корзинка. Корзинка будет с цветами. Ну, нарисовала. Ну, чуть-чуть она большая. Изначально я сделала вот такую корзинку. Плетенка, но она мне, ну, никак не понравилась почему-то, потому что ткань вся ползет и лезет. Вот эта вся бахрома. Будет сверху, допустим, фатин, будет все стягаться, но вот эти нитки все будут торчать. Я ее ликвидировала. У меня будет вот такая скатерть. Сначала я хотела взять однотонную ткань и сделать какую-нибудь из другой ткани клеточку, полосочку. Но пришла к выводу, что вот такая цветовая гамма мне сюда подходит. И в других работах я ее использовать не буду. Выкроила я ее чуть больше, чем наша корзина. На корзину никакого трафарета не делала. Сложила ткань вдвое и по контуру просто отрезала. Вырезала середину. И вот моя получилась корзинка. Делала я ее вот такую целиковую, большую, потому что я не знаю, куда у меня лягут цветы, как они будут располагаться. Ну, во-первых, корзина, этот фон. Здесь, по идее, можно не использовать флизелин, потому что это крупное полотно, ничего у вас не будет отваливаться. Но вот здесь нам точно нужен будет флизелин. Я взяла однотонную ткань, потому что, когда вы стягаете, можно сделать имитацию плетенки, пустить декоративную строчку другой ниткой, допустим, белой, и будет настоящая корзина. Ручка, конечно, не соответствует оригиналу, она очень большая. Немножко повырезала цветов, взяла несколько сложений ткани, прямоугольники, потом срезала углы и сделала овал, потом берем вот так вот складываем, и каждый цветочек, можно даже его так сложить, и делала на отсечке. Разрезаю не до конца и немножечко скашиваю уголок. Опа! Неудобно на весу. Смысл понятен. И чтоб они у вас вот здесь широко не было, разрезаем. И также делала все остальные. Чтоб они у вас были не сплошняком, немножечко вот срезаем, делаем пробелы. Может пригодиться. Вот это я не знаю, что за цветок вымышленный. Какие-то я делала сначала одну сторону, скашу угол, потом переверну другую сторону, скашу угол. Листики вырезала зигзагообразными ножницами. И у меня даже есть вот такие вот веточки. Они вырезаются тоже просто. Сейчас найду, может. Также делаем разрез. И немножечко скашиваем. Отрезаем лишнее. Разрез. И также немножечко скашиваем. И вот такая елочка у нас и получается с вами. Когда я делала цветы и листья, я старалась использовать все обрезки. И даже вот эта штука от пальмы. Вот так, шаг за шагом, мы потихонечку заполняем наше пространство. Там, где у нас виден флизелин,
подкладываем листья, чтобы что-то было, чтобы у вас он не торчал. Но вот так как-то пусто, и значит мы идем вширь. Когда вы вырезаете цветы, неважно, какого они будут сорта, может быть, они придуманные, вымышленные, но вы должны создать вот такой вот контраст, чтобы у вас была такая пестрота. Но у нас не только листья и цветы, также у нас должны присутствовать стебли. Практически я сделала центр и уже вышла за пределы. Но мне нужен фон. И чтобы не перекладывать эти цветы с места на место, я выкладываю фон и уже поверх выкладываю оставшиеся цветы. Фон можно сделать однотонный, а также можно взять несколько цветов. Фон сделала креп-сатин из лоскутов в полоску. Креп-сатин чем хорош? У него две стороны. Одна блестящая, другая матовая. И когда вы крутите даже блестящую сторону, направление меняете, у вас также получаются разные оттенки. Свои колокольчики уже буду выкладывать на фон. Он уже не приклеивается. И я его на клей-карандаш приклеиваю уже к фону. Потому что мы, когда прогладим, фон наш приклеится к флизелину, а эти будут не закреплены. А закалывать каждый цветок булавкой – это проблематично и долго. Такой рисунок у меня получилось. Все-таки решила я корзинку сделать с полосками. Я их прошью. Теперь мы должны это все отутюжить. Но если у вас крупный рисунок, то вы можете просто марлю положить сверху и паром пройтись, так как у нас флизелин, что приклеилось. Но у меня очень мелкие детали, поэтому я выкладываю вверх, у меня будет фатин. Перед тем, как накладывать фатин, пробегитесь взглядом, где, может быть, у вас торчат нитки, где-то у вас неровно. Все ли вы сделали? Видите, на цветах я сделала кругляшки, на маленьких не стала делать. Я сюда пришью бисерки. Но эта же картина будет. Эту картину я делаю в подарок на 8 марта. И обходится она мне 500 рублей. 320 рублей стоит рамка, плюс флизелин и плюс фатин. Ну и время. Все равно выгодно. Отутюживаем вот такими сначала движениями. Утюг прислонили, немножечко подержали, переставили. Когда все прошлись, тогда можно и вот так по прямой прогладить. Ткань желательно брать или марлю хлопковую. Это у меня полотенчатая ткань, но не вафельная. Отутюжили. Теперь мы должны все зафиксировать булавками. Обязательно. Особое внимание на те цветы, что находится поверх ткани, которые не приклеены к флизелину. Обязательно их захватите, потому что когда вы будете прошивать, у вас все равно они будут куда-то съезжать. И вот эти кружочки, допустим, на цветах, они очень маленькие. Я их приклеила на клей-карандаш. Мы с вами булавками закрепляем не только наш рисунок, но также и периметр, и даже пустые полотна кое-где. Потому что, опять же, когда будете прошивать, где-то что-то может сместиться. Ваш верхний слой органза или фатин должен быть натянут, потому что, когда вы будете прошивать, у вас могут образовываться вот такие сборки. Зафиксировала все булавками, даже по периметру. Для разнообразия сюда добавила листы, чтобы не было пустая у меня скатерть. И теперь дело дошло до стежки. Если у вас нет специальной лапки для свободной ходовой, и вы не умеете стягать, можно прошивать обыкновенной строчкой, но ваша основная задача зафиксировать все прошить наши маленькие элементы. Прошиваем квадратиками, полосочками, волнистыми линиями, меняем направление, как хотите. Но если у вас есть лапка, и даже если вы только учитесь делать стежку, как я, то самое главное, не делайте резких движений, чтобы у вас были плавные переходящие линии. И когда вы прошиваете, можно, вот, допустим, цветок, меняете нитку под каждый цветок и по контуру прошиваете. Если надо там серединку прошить, какие-нибудь полосочки, прожилки.
Но так как у меня самые большие цветы где-то 3-4 сантиметра, они, да, большие. Но вот эта мелкотня, я думаю, у меня мозги просто закипят. Я частично сделаю по контуру, а частично одной ниткой я стягаю все полотно в технике мозги. Или, может, как-нибудь еще. Вот моя картина. Готова она на 90%. Прошивала я каждый цветок отдельно. Листик за листиком, цветок за цветком. И нечего было бояться. Сделала. Но у меня были одиночки. И вот они у нас ниточки. Вышивальщицы и стегальщицы советуют вытягивать наверх, завязывать узел и иголочку убирать вовнутрь нитки. Но я как портной, я это делаю всегда с изнанки. Вытаскиваю наизнанку, вот так вы дергаете, вытаскиваете, можно подцепить иголочкой и также убираем. Но я склоняюсь к тому, что это хорошо убирать, когда у вас наволочка, лоскутное одеяло. Картина, она не подвергается никаким взаимодействиям, маневрам. Стирать вы ее не будете. Можно просто завязать 2 узелка и отрезать. Сейчас убираю все нитки, отпариваю, выравниваю и работаю с бисером. Отутюживайте через мокрую ткань. Если ваша картина будет с задней стенкой, то обратную сторону не обязательно делать. Если вы натягиваете ее на подрамник, обязательно сюда пришейте ткань по контуру. И желательно край обметать на оверлоке. Когда вы делаете пиццу и делаете стежку, после завершения работы обязательно отутюжьте, потому что она корёзлая немножечко, а когда вы прогладите, посмотрите, она ровная и идеальная. Для вышивки я использую вот такие длинненькие иголки с золотым ушком. Они подходят под любой бисер. Есть иголки, они покороче и немножечко попузастей. С теми проблема. Обыкновенный полиэстер ниткой в 2 сложения. Думала, хотя бы одну работу я завершу в эфире. Не получается. Один степлер сломанный, а электрический он сюда не подходит. Надо искать хороший. Но в арголит полотно отлично вошло. Ничего, я думала, придется немножко его подрезать. Полотно еще не обметывала, не отрезала. Просто посмотреть, как это будет. Сюда я буду скобами бить в край. Ну, а здесь, наверное, может, на скотч или на клей я это приклею. И вот моя работа. Сейчас, наверное, упадет. Вот, что у меня получилось. Мне очень нравится. Бисер пустила кое-где, но каждую бисерку я закрепляла. Очень даже мило и празднично. Лично мне очень нравится. Обошлась, тем более она мне 500 рублей. Можно запросто делать подарки такие девчонкам, подружкам, приятельницам. Ну, на этом все. Но я вам обещала показать свои те доделанные работы. В рамке у меня всего 3, остальные опять же в процессе работы. Это «Всем так жить». Это мозаика. Это одна из первых моих видео. Выкладывала мозаику, но не пользуется спросом. Я так втихушу, потихонечку это все делаю, но не снимаю. А эту работу я вам показываю просто так. Влюбленные леопарды. Она очень большая. Она где-то 85 на 50. Это бисер. Брала гобелен и его полностью расшивала. Я сейчас вам еще одну тоже бисерную работу покажу. Вот еще одна сделанная багет мы с вами делали. Они пока что у меня стоят в уголочке. Проблема просверлить стену на рыбалке. Наша замечательная картина. Вот он наш мальчишка. Ну, а эти я просто так вам показываю. Это тоже цветы бисер. Тоже гобелен. Это крестик. А это мой любимый библиотекарь. Книжки я писала сама.
на русский, они были китайские, полностью зашивалась бисером. Это большая картина, тоже где-то 70 на 60 или 70 на 70 даже. Ну, а это у меня такой уголок, где висят мои иконы. Потом сделаю отдельное видео по всем моим работам в лоскутной технике и по бисеру. На этом все. Пока-пока. Счастливо. Пишите комментарии, подписывайтесь. Обязательно говорите, что вам понравилось, что не понравилось. Пишите комментарии на эту корзину с цветами, ну, с полевыми цветами. Я думаю, что будут такие работы еще. Шьется очень легко и просто. Не бойтесь, экспериментируйте. Скоро 8 марта. Сделайте подарки своим подругам и мамам. Всего доброго теперь. Пока-пока.